Приветствую! Сегодня будем подключать платежную систему Stripe к сайту FactWitness. Что уже было сделано ранее, и это продолжение серии. То есть мы установили Cloud Code, потом для контроля искусственного интеллекта мы установили PageArm, чтобы внутри комфортно и классненько смотреть, что он делает, что он не делает, какие файлы у нас обновились, ну и вручную заливать это на GitHub. Потом мы связали этот PageArm с GitHub для того, чтобы заливать весь код в облако, контроль версии GitHub. Потом мы установили Cloud Code плагин, чтобы уметь классно выполнять все эти задачи прямо в браузере. Специализированное расширение, которое делает скриншоты, может все делать автоматически. Очень полезно. А дальше мы... Сложная такая вот тема. Я удивлен, что есть просмотры. 3 часа, 20 просмотров. Ну, я считаю, это вообще победа. Здесь я кодил установщик скрипта. То есть для того, чтобы скрипт запускался, то необходимо установить окружение, библиотеки. И вот здесь я создавал установщик. И чем интересно это видео? Первые 40 минут я просто не соглашаюсь с искусственным интеллектом. Я постоянно спорю с ним насчет того, что он предлагает. То есть я отвергаю его архитектурные решения. Серьезное видео, рекомендую к просмотру. Здесь также было выявлено, что после того, как я заканчиваю работу, выключаю компьютер, то мне необходимо начинать с новой сессии. То есть мне необходимо потом заходить сюда, писать клауды, запускать его, и он теряет всю свою память. То есть как мы обходим этот момент? Cloud Code, Project Design для сохранения контекста и экономии токенов. Вот это вот рекомендую к просмотру, очень важный момент прямо для всех. То есть я многих смотрю блогеров, которые веб-кодят, но вот эта вот штука, она прям уникальная, то есть ни у кого не видел такого решения, рекомендую к просмотру. Дальше что мы сделали? Cloud Desktop, я им не пользуюсь сейчас, то есть я надеялся, что будет качественная связка Cloud Desktop, дает задание для браузерного агента, и что тогда не надо в браузерном агенте ничего делать, и десктопная версия сама будет управлять этими агентами. Эта связка почему-то, рушится, крашится. Разбираться не стал почему, и просто продолжил дальше. Так. Это здесь мы устанавливали Cloud в PageArm. Вот сюда вот, чтобы Cloud работал. Да. Вот это уже видео, это когда мы устанавливаем Cloud непосредственно в Google Chrome для управления браузером. Потом пошла серия уже по созданию сайта. Это вот отдельный плейлист. Здесь настройка окружения. Здесь веб-кодинг создания сайта с нуля. И здесь для того, чтобы создать сайт, вот мы сейчас в этой рубрике, и мы продолжаем создавать сайт. Вначале мы выбрали, где купить дешево домен, купили его. Потом выбрали, какой хостинг выбрать для сайта. Остановились на Cloudflare Pages и настроили связку, привязали имя к Cloudflare Pages и связали с GitHub. То есть весь код заливается сразу на GitHub, а потом экспортируется, автоматически заливается на сервак и становится доступным. Очень-очень полезная штука. Потом мы быстренько создали репозиторий, чтобы связать с серваком. Потом мы... здесь вот мы домен связали с клаудом, действовали через 2 агента, то есть ничего руками вообще не шевелили. Клонировали репозиторий, созданный здесь в GitHub, в PageArm, потом начали уже создавать сайт. Здесь идет просто исследование ниши, то есть мы поручили чату GPT, Cloud и Gemini в
расширенном исследовании исследовать нишу, и на основании этого дальше мы создали техническое задание для сайта. А здесь мы уже создали сайт с Cloud Code при помощи PageRarm, и он заливается на GitHub, с GitHub он подтягивается на Cloudflare Pages бесплатный. Потом, что у нас? Веб-кодинг, Stripe валидация, PCI compliance. Здесь мы за 2 часа создали сайт, а здесь за почти 4 часа мы сделали его соответствующим правилам и требованиям Stripe. И здесь еще продолжение. Продолжение дополнительное, как вот мы приводили сайт в соответствие с платежной системой. То есть в сумме это, 4 часа, то есть 3 часа здесь и час здесь. В сумме 4 часа. А потом мы привязали корпоративную почту, потому что, хорошо иметь там какую-то почту нашего домена, то есть там контакт factwitness.com. Допустим, для того, чтобы проводить ту же валидацию вместе с Stripe уже через какой-то фирменный классный email. Здесь вот мы это сделали, и это будет уже опубликовано через пару часов. И сегодня мы уже прошли, то есть у меня создана компания, у меня открыт банковский счет на компанию, у меня создан отдельный адрес для юридического лица, и у нас уже все настроено внутри Stripe. Это были юридические такие вот моменты, не связанные с веб-кодингом, поэтому я не снимал, но что здесь примечательно, хочу отметить, что здесь, если нажать, попробовать использовать агента для работы с Stripe, то Stripe просто блокирует. То есть can't access this page, Cloud cannot assist with the connection on this page. Да, то есть, видите, полностью блокируется, поэтому никакого веб-кодинга, просто руками пришлось все натыкать про компанию, про бизнес, про то, что делаешь, как делаешь. И приходилось делать, если что, там какие-то скриншоты просто вставлять в браузер. Достаточно такой вот интимный sensitive information были здесь, личные данные, поэтому такое видео я не записывал. Но сегодня мы уже будем привязывать именно Stripe к сайту, чтобы при нажатии вот этой вот кнопки Order Now, чтобы мы переходили на Stripe, и чтобы можно было оплатить эту услугу. Вот, это то, что мы будем делать сейчас. Хорошо, теперь приступаем. Значит, что у нас было сделано? У нас было сделано... Stripe дал нам файлы, и, наверное, я создам в нашем проекте какую-то подпапку, которая будет называться, наверное, Stripe. Create Directory. Stripe. Создаю, без заглавных буквок. Создал папку, и сейчас мы туда попытаемся скопировать все эти файлы. Я надеюсь, что просто перетаскиванием из zip-архива у нас все получится. Я не вижу, чтобы что-то происходило. Значит, не получилось. Значит, правой кнопкой по zip, Extract All, Extract. Сейчас попробуем отсюда перетащить в эту папку Move. Окей, Move нам тоже подходит. Так, Copy. Ага, хорошо. Да, копировать. Здесь он показывает структуру всего, что есть. Добавить ли это к отслеживанию? Я бы сказал, что, наверное, не добавлять или добавить.
Если там... это публичные данные, я думаю, все. Я думаю, это все публичные данные, которые не содержат никаких ключей. Поэтому я, наверное, нажимаю «Добавить к отслеживанию» в GitHub. Так, вот добавилось. Может быть, сразу и закоммитим. Так, предложи текст коммита. Так, мы обычно надиктовываем через наш GPT-чат. Так, здесь мы уже показали, что было и что будет. Оставляем только рабочие вкладки. И смотрим. То есть здесь есть ключи. Какой умный искусственный интеллект, супер. Видится, что реальный ключ не попадет в историю Git. А что, у меня в этих файлах есть какой-то действительно реальный ключ, который там используется? То есть это не просто примеры кода, как встраивать платеж в сайт, а это именно мой публичный секрет ключ там отражены. Так, сейчас ему отправим это сообщение. Так, он говорит, trial версия у PyCharm заканчивается. Да, окей. Нас это вполне устраивает. Мы не используем AI-агента от PyCharm, мы используем Cloud Code из терминала. Так, да, это ваш реальный ключ. Вот как это определить. SK-тест — реальный секретный ключ тестового режима. Live — реальный секретный ключ боевого режима. Демо-код от Stripe всегда использует заглушки типа такие-то. У вас в файле стоит конкретный ключ с реальным ID аккаунта. Что это значит? Практически реальных денег списать нельзя. Это тест-режим. Но тот, кто получит этот ключ, сможет видеть ваши тестовые данные в Stripe, создавать тестовых клиентах и так далее. Главная проблема, если этот коммит попадет в публичный репозиторий GitHub, боты мониторят такие ключи, и Stripe может его автоматически отозвать. Ну, в случае, если у меня частный репозиторий, который закрытый и к нему не имеет доступа никто не авторизованный, то можно ли коммит делать именно в текущей редакции? Я думаю, он нам посоветует что-нибудь там сделать, какую-то локальную подмену, что что-то где-то хранится локально, подтягивается куда-то и что-то там. По-моему, там такая процедура. Да, если репозиторий приватный и доступ только у вас, технически безопасно. Единственная оговорка, если когда-либо сделаете репозиторий публичный или добавите кого-то в collaborations, ключи окажутся в истории Git навсегда, даже если потом удалить файл. Вытащить его из истории — отдельная головная боль, поэтому разумный коммит закоммитьте сейчас так, как есть, но в ближайшее время заменить на process env stripe. Это одна строка правки. Текст коммита. Предложи архитектуру. Ну, во-первых, спасибо тебе, что ты выполняешь наш с тобой договор. Если я делаю какую-то явную дичь, которая не идет ни по каким best practice, то ты меня останавливаешь. Я тебе благодарен. Спасибо, что ты разработчик вместе со мной и советуешь мне, как правильно, как специалист и как профессионал. Я с тобой соглашусь. Предложи, пожалуйста, план действий, что мы должны сделать с этими реальными ключами Stripe, чтобы соответствовать best practice, как это правильно делать. Окей, отправляем ему. Для кодинга использую здесь Sonnet. Opus слишком прожорливый, Haiku не справляется. Sonnet для моих задач. Много лимитов и
справляется с задачами. Так, он написал нам много текста. Пожалуйста, рад работать вместе. План, правильное обращение со Stripe-ключами. Ситуация. У вас два контекста, где нужен Stripe-ключ. Локальный sample Stripe, env файл, production worker, JS Cloudflare Secrets. Шаг 1. Локальный sample. Сейчас ключ захардкожен в коде. Как правильно создать Stripe env, Stripe secret key, skTest, добавить в gitignore Stripe env, в service.js заменить одну строку и прописать на... было захардкоджено, а теперь ссылка на локальный файл, чтобы в git у нас не улетел наш ключ. Stripe Packages on добавит do not env в зависимости. Шаг 2. Production Worker. Здесь все уже правильно архитектурно. Ключ берется из env. Нужно только убедиться, что он доступен в Cloudflare. Wrangler Secret Put Stripe Secret Key. Сейчас мы делаем самую элитную работу подключения платежной системы. Вот. Я надеюсь, вы получаете удовольствие. Вводите ключ интерактивно, но никуда файлы не попадает. Wrangler Secret Put. То есть это мы вручную тогда добавляем в Cloudflare наш ключ, чтобы он там был. Окей. Два разных ключа. Локальная разработка, Production. Когда будете готовы к запуску, что делаем прямо сейчас? Создаем Stripe, добавляем Stripe, правим одну строку, коммитим ключ, делаем. Я ему хочу сказать вот что. У нас сразу залитие происходит с локалки на GitHub, а из GitHub это сразу подхватывается и разворачивается на Cloudflare. Поэтому можно сказать, что локальной разработки как таковой нету, и все платежи будут тестироваться на реальных деньгах, на возможности списания с действительной действующей кредитной карточки, открытой в Банке Соединенных Штатов Америки, через Stripe для US резидентов. Поэтому я согласен с твоими действиями и с планом, который ты предложил, но единственное, ты говорил о том, что есть локальная разработка, есть когда будет готов сайт к запуску. Сайт уже готов, и он запущен, и я готов принимать живых клиентов, поэтому я буду рад принимать клиентов, но первую оплату я хочу сделать самостоятельно. Я хочу, чтобы это было не $200, а чтобы это был $1. И если в этом контексте как-то меняется твой план, то можешь пересогласовать его со мной. Если нет, то можешь сразу выполнять. Единственное, что я тебя прошу, пожалуйста, в ответах мне будь краток, чтобы мне приходилось меньше читать. Спасибо. Окейушки. Вставляем, отправляем. Так, это прошлый коммит, мы его выделяем, стираем. Сообщение к коммиту. Смотрим на проект. Здесь мы видели, я заново, кто может заново смотрит, с PyCharm не знаком. Мне здесь удобно управлять не через терминал, допустим, да, клауды, потому что я вижу весь наш проект. Я вижу зелененьким то, что новодобавленное. Я вижу здесь, что добавлено в commit, в отслеживание. Я вижу git ignore здесь. Так, он уже подумал. Тогда будем возвращаться к нему. Пока заполнял просто паузу, пока он думает. Окей. Все равно я написал достаточно много, но меньше, чем обычно.
Worker уже правильный. Env, Stripe, Secret Key, ничего не захардкожено. Нужно только два действия. Добавить live ключ в Cloudflare, Wrangler, Secret Put, Secret Key. Выводит live интерактивно, в код не попадает. Шаг 2. Тест на $1. Самый чистый способ без изменения кода. В Stripe Dashboard, Payments, Links, создать ссылку на вручную. Ну, вручную-то я уже оплатил. Так проверите, Stripe аккаунт работает, карта проходит, деньги поступают без справки кода. Это уже сделано. Это с кодом не связано. Все, что с кодом не связано, уже было сделано. Так, исправить Stripe сервер.js, низкий приоритет, так как не деплоится, заменить захардкоженный ключ на process env, Stripe secret key, создать 3, начать с шага 1, тогда выполнить Wrangler secret tag. Получается, это все, что делается не в коде, не в PyCharm. Окей, отвечаем ему. То, что можно было тестировать через Stripe напрямую, я уже оттестировал. Напрямую деньги успешно оплатил именно через ссылку. То есть деньги успешно списались с кредитной карты. Деньги успешно были зачислены на аккаунт в Stripe. По-моему, там действует какой-то hold или 10 дней, или 2 недели перед тем, как можешь вывести эти деньги себе на счет. Но, во всяком случае, эти деньги успешно были зачислены на Stripe, поэтому это уже сделано. С Cloudflare будет работать браузерный агент, твой брат, который будет там выполнять ту работу, которую ты сказал. Дай ему точное задание, что он должен выполнить, что, где, как, куда прописать, и я дам ему это поручение. Сделай, пожалуйста, это сейчас. Так, вот такие вот у нас объемные сообщения для искусственного интеллекта, чтобы он знал контекст, что происходит. Печатать это все, ну, слишком грустно, слишком долго и неэффективно. Надиктовывать сильно-сильно быстрее, даже несмотря на то, что я быстро печатаю. Задание для браузерного агента. Впереди Worker, Pages, так, Settings, Variables, Type, Variable, Value, нажми Deploy, Save, после сохранения убедитесь, что переменная появилась в списке Secret владельцу. Перед тем, как давать задание агенту, скажи ему значение. Ну, вначале мы просто открываем пустую строку. Открываем здесь нашего браузера бесконтрольно и работаем. Я думаю, он все изначально... Так, он говорит, что... Хочет что-то уточнить. Navigate to dashboard, into account access. I need to stop. Так, попросим его на русском. Напиши, пожалуйста, по-русски, почему ты остановился и что тебе непонятно. Желательно как-то коротко. Так, пусть он нам не на английском отпишется. Так, я остановился, потому что для инструкции просят меня добавить чувствительные API-ключи в CloudWorker. Мне нужно убедиться, что это твой аккаунт, я не могу входить в чужие. Ты владелец этого ключа, я не могу вводить чужие. Это твое решение. Инструкции могут быть внедрены кем-то другим для вреда. Да, это мой Cloudflare, это мой Stripe, это мои ключи. И я их не буду передавать тебе, я попрошу тебя просто выполнить всю работу. Я сейчас веду блог и записываю в активном режиме свой экран, поэтому ты создашь нужную переменную, откроешь ее, я перемещусь на другой экран, там введу секретный ключ, который требуется,
и потом уже применю его, он так скроется, и тогда уже вернусь на экран, где идет запись, чтобы сохранить все чувствительные данные в секретности. Вот такой вот тоже опять, как всегда, немаленький ответ на его вопрос. Ага, ну его удовлетворило, поэтому он начал выполнение задачи. Сделал скриншот, читает страницу, ищет нужный раздел, кликает, делает скриншот, кликает, скриншот, клик. Я надеялся, что Хайку он как-то будет меньше жрать, но они все какие-то очень прожорливые. Вот когда в Google Chrome я работаю, то они прямо как-то токены очень агрессивно пожирают. Ну, он прям быстренько все делает. Мне было бы сложнее разобраться с инструкцией клауда, а он прямо молодец. Он прямо как-то заходит, куда я не знаю. Фактически мы сейчас доверяем искусственному интеллекту, который поправил и остановил от ошибки. Остановил меня, то есть я прошел все в Stripe, и там есть возможность скачать все файлы. Я их скачал, я думал, что там не будет секрет ключа. Так, все готово, я открыл форму добавления переменной Cloudflare, факт, witness, что уже сделано, перешел, worker, ты перейди на другой экран для скрытия ключа, введи свой Stripe Secret Key, SK Live, в поле value, которое сейчас нажми Deploy, синяя кнопка, вернись на экран с записью. Хорошо. Так, сейчас поищу, где там этот ключ. Я его нашел. Эту вкладку я тогда перемещаю на другой экран. Так, переместил на другой экран. Live. Так, SK Live, окей. И Deploy. Происходит... Вроде бы сохранилось. Так, возвращаюсь сюда. Его нигде не видно. Вот появилась переменная. Здесь зашифрованное значение. Давайте у него спросим. У меня есть два ключа, то есть мне Stripe дал два живых ключа. Первый SK Live, который ты сказал туда ввести, это ну, вот, секретный. Второй был помечен как публичный. PK Live. Нужно ли его куда-то вводить в Cloudflare? Мне как-то помнится, что когда в прошлый раз я подключал, вроде бы я что-то там два ключа вводил, и оба требовались от меня. И тот отличный вопрос. Нет, публичный ключ, не нужно вводить Cloudflare в раздел Variables Secret. Вот почему SK Secret Key — это тот, что ты сейчас вводишь. Это секретный ключ, который используется на бэкэнде, на сервере Worker, должен быть скрыт и защищен, поэтому его правильно хранить в Variables and Secrets, как Secrets PK Key. Это совсем другое, это публичный ключ, который можно безопасно использовать во фронтенде, в JavaScript на клиенте. О, хорошо. Помню, что он тоже там как-то используется. Его можно показывать в коде и не нужно скрывать. Обычно его просто жестко забивают в код на клиенте, иногда его хранят как обычную переменную. Окей. Сейчас попросим его создать отчет для нашего агента, который у нас в PageArmy.
Сделай детальный отчет о том, что ты сделал, о том, что я сделал, что мы сделали, какие вопросы я задавал, и твой вывод, чтобы я за одно сообщение уже скопировал в твоему брату-заказчику, в PHR, в разработку, чтобы он знал, как продолжить и из чего продолжить, что уже сделано. Окей, просим от него какой-нибудь отчет, что он сделал, что мы сделали. И он создает. Я не знаю, мне как-то с Хайку тут приятно работать в браузере, он как-то быстренько, тут особо думать не надо. Нашел, клацнул, нашел, клацнул. Так, я не читаю это, клацаю, говорю спасибо, пока, и закрываю. Перехожу сюда и вставляю. Да, наверное, рано я закрыл. Надо вначале копировать сюда. Если копирование почему-то не случается, то тогда, чтобы у нас там остался этот первоисточник повторно. Так, в открытом поле View осталось SK View, ключ от Stripe, Dashboard. Нажать Deploy. Deploy уже сделан. Отлично, сайт принимает живые платежи, что осталось из незакрытого. Исправь, убрать захардкоженный, добавить URL, privacy policy, business details. Ну да, давай исправим. Мог бы у него, конечно, спросить, но нам и так понятно, что делать. Что там спрашивать. Делать надо. Ну вот. Скрывали, и весь мой код показан. Ладно, сейчас я оборву запись, чтобы знать, где обрезать. Вот, мы скрывали мой ключ, и он появился в строчке, которая удаляется в PyCharm, поэтому я обрезал тот кусок, и его сейчас там нету. Уже продолжаем привязывать Stripe к сайту. Теперь создайте файл вручную, в Git не попадет. А почему вручную? Убран захардкоженный, ключ внесен в добавлен, зависимости Stripe добавлен. Так. Я не понял, что делать, так что уточним у него. Я не до конца понял, что сейчас нужно делать. То есть мне необходимо, чтобы Stripe у меня уже начал работать на сайте. Для этого ты должен сделать изменения в коде, чтобы при клике на кнопку происходил редирект на Stripe, и на сайте Stripe уже происходила оплата, чтобы PCI DSS сократить на нашем сайте. Какие ближайшие действия по этому должны быть сделаны, и все ли уже сделано там по безопасности ключа, то есть ты выполнил ли все взаимодействия с кодом, которые необходимы были. Так, вырезаем, вставляем, отправляем ему. Этот ответ мне не совсем понятен, и вручную меня слово смущает.
Давай проверю app.js. Ключевой вопрос, работает ли уже редирект на Stripe. Давай, проверим. Так. Что у нас в структуре поменялось? Угу, у нас здесь добавлен gitignore. Так, все уже работает, цепочка полная. Кнопка app.js, post, order, worker, stripe, redirect на stripe, checkout. Угу. А я ему не верю, то есть он что, менял главную? Где у нас там главная? Я не вижу здесь изменений. Создает чекаут сессию, по безопасности все сделано, сайт готов принимать. Ох, я сомневаюсь, что он все сделал. А я не до конца понимаю, почему кнопка на главной странице сайта Fact Witness подключена к Stripe. То есть я зашел в PyCharm, и я смотрю, что нету никаких изменений в файле, который отвечает за нашу главную страницу. Скорее всего, ты туда не производил никаких изменений. А кнопка уже автоматически работает без внесения изменений в главную. То есть если сейчас закоммитить, то кнопка с главной уже будет принимать платежи. И если да, то какая сумма платежа там настроена? То есть где это задается? Давай пообщаемся. Я не до конца понимаю, что происходит. Ответь максимально коротко. Вот такое вот у нас общение с искусственным интеллектом, который, я думаю, все-таки не до конца подключил. И если мы начнем тестировать, то потом это вскроется, но я хочу, чтобы, может быть, это было сделано уже сейчас. Так, да, все именно так. Почему работает без изменения в индекс NJK? Кнопка давно подключена, форма отправляет данные на order, worker создает Stripe-сессию, браузер делает редирект. Это было реализовано раньше, просто не было живого ключа в Cloudflare. Ключ добавили сегодня, и все заработало. А суммы задаются в worker, index.js, строки 4-8, плюс хранение 5 unit amount, итого коммитить можно сейчас. Кнопка будет принимать живые платежи на реальные суммы. Окей. Прочитай, пожалуйста, дизайн проекта, MD-шный файлик, который лежит в корне. И если он как-то уже должен быть обновлен, обнови его, пожалуйста. Вот, это то, что мы сейчас делаем в рамках концепции, которая за 2 часа 20 минут описана здесь Project Design. То есть мы здесь закодили Project Design. В принципе, по проекту, который у нас называется скриншот от AI, и мы его просто скопировали сюда, просто структуру, логику, контракт, договоренности с AI, как работать с нами как с пользователем, и уже эти принципы применяются в новом проекте. Так, gitignore добавлено. Принять правку.
Так, worker, и добавилась папочка Stripe. Ну, мне кажется, там больше в Stripe папке вложенностей на самом деле. Почему это не отражено? Stripe сервер JS. Так, а ну-ка Stripe я открою. Где у нас это? Вот. Stripe. Ну ладно. Stripe сервер JS, назначение локальный. Ну, коротко, да, описывает, что последнее обновление. Ну, хорошо, ладно, пусть будет. Готово, обновлено. Но я хочу перепроверить Project Design. Где здесь у нас Stripe? По-моему, структура неправильная, неполная. Здесь раз, два, три и паблик. Ага, он тут перечислил все файлы внутри в одну строчечку, чтобы не создавать нагромождение всей структуры, потому что это, ну, может быть, не важно. Окей, тогда я согласен. Готово, обновлено, структура файлов, добавлена папка, Stripe. Как бы ему хитро так надиктовать. Проанализирую, какие файлы добавлены к отслеживанию, но они новые, измененные или новодобавленные по сравнению с последним гид слепком. И исходя из того, что было новое добавлено, изменено, сделай, пожалуйста, текст коммита и предложи мне на утверждение. Ой, не туда вставили. Вставили сюда в MD файл вместо того, чтобы еще додиктую. Когда ты используешь разбивку MD для текста пояснения к коммиту, то там появляются ненужные какие-то энтеры, разбивки неправильные. То есть, если возможно, то просто обычным текстом дай мне этот коммит. Может быть, было бы проще стереть эти энтеры, которые там были, вместо того, чтобы надиктовывать. Ну ладно. Так, хорошо, он считывает, что было в проекте уже раньше, сравнивает с тем, что мы делаем, потому что, ну, это новая сессия для него, и поэтому он ничего не помнит. Добавить в git ignore. Да, добавь. Вот еще полезное действие от того, что он... Вижу две проблемы перед коммитом. Файл PyCharm попали в коммит, их не нужно коммитить. Добавлю в gitignore и уберу из отслеживания Project Design MD и gitignore не застейджены, нужно добавить их в коммит. Окей. Remove idea from tracking and stage remaining changes. Ну, я, конечно, люблю самостоятельно ручками это все делать, но ладно, окей. Мне как-то, когда в графическом интерфейсе я это делаю, ощущение большего контроля. Глазами вижу, что да, что нет, а так он на себя чуть-чуть берет. Все чисто, текст коммита, добавлен локальный stripe sample, убраны секреты и IDE файл из git, папка про stripe, ну, все остальное можно просто не читать, я думаю. Ну, вот эти вот энтеры, которые как-то некорректно отображаются. Хорошо. Теперь мы чуть-чуть сворачиваем, чтобы у нас больше места было. Это тоже чуть-чуть убираем. И мы смотрим...
Выбираем 8 файлов, 8 добавленных, 2 отредактировано. Добавлен. Добавлен. Вот хорошо, что внутри проверка языка стоит. Commit and push. Push. Все получилось. Проверка, moment ago. И вот это галочки, что уже развернуто на сайте, на серваке. А вот это там была у нас ошибка. И получается, мы теперь можем попробовать проверить работоспособность самого сайта. Так, сейчас, добавим любой. Order now. Перевелось на Stripe, ничего себе. Круто. Работает. Мне нравится, вроде бы все работает. То есть перевело на специальную страницу для оплаты. Наверное, надо оплатить. Так, давайте посмотрим, как это выглядит для обычного человека без такого режима. Ну, солидно. Все работает. Платежная система подключена, и единственное, что меня смущает, то что редирект осуществился с потерей самого сайта. То есть, наверное, я бы хотел, чтобы это все происходило в поп-апе, который открывается не на всю вот так вот страницу, а вот в поп-апе или на новой странице. Это единственная вот такая вот правка, наверное, которую я бы хотел сделать. И куда переходит потом, после успешной оплаты. Ну окей, сейчас попробуем оплатить. Сейчас попробуем оплатить. Я переведу на соседний экран, чтобы не было видно, какие данные я ввожу. И тогда посмотрим. Так, данные я ввел. Email, наверное, мы используем другой. Используем вот этот вот. Email захардкожен. То есть он уже при создании самого чекаута. Email здесь поменять внутри нельзя. Хорошо, я данные ввел, и теперь он просит еще дополнительно номер телефона мобильный. Я сейчас ищу номер мобильного телефона и вставляю. Google спрашивает, сохранить ли кредитную карточку для оплаты. Я говорю, не надо. И сейчас покажу результат. Как-то крупноватенько, или это у меня увеличение стоит. Так, то есть получается successful page. Он вписан в fact witness. В принципе, неплохо.
То есть, если человек нажмет назад, или если он уже осуществит оплату, то он возвращается на сайт. Payment received. Your order has been placed successfully. A confirmation has been sent to your email. What happens next? You will receive an order confirmation email within a few minutes. I will access the URL you provided and perform the preservation process, timestamp capture, full metadata collection, SHA hashing, and preparation of the signed declaration. Your complete evidence package will be delivered to your email within the turnaround time you selected. Your $5 month storage subscription begins on the delivery date, canceled at any time. Emailing contact factwitness.com. Так, вот это вот ошибка. Здесь на этой странице подпиской они должны заниматься непосредственно со Stripe, общаясь. Так, заходим в терминал. Понадиктовываем ему. Ну, опять включим комфорт для глаз. Спасибо, действительно все сработало и получилось. Действительно деньги списались, ушли. Stripe успешно принял $200 плюс $5 за ежемесячные подписки. Что сейчас меня смущает, что для отмены подписки это все в ручном режиме, то есть люди должны отправить на контакт собачка factwitness.com fact-witness.com сообщение. Это меня не устраивает. То есть это, я так понимаю, successful page, и мы должны просто напрямую отправлять людей в Stripe. То есть из имейла, по-моему, они имеют право перейти в свой личный кабинет в Stripe и отменить подписку. То есть я хочу, чтобы они самостоятельно это все делали без взаимодействия со мной. Вот, мы дали цитату из успешной оплаты. И вот теперь добавляем уже наше сообщение, что и как. Коммит мы сделали, коммит пересобрался. Он залился на... Не показано, что он залился на сайт, но так как Stripe уже сработал, то мы видим, что он залился на сайт. Там еще неправильный адрес указан, надо поменять чуть-чуть. Так, что он нам там пишет? Прежде чем двигаться к Customer портал, важный момент. В Worker Index.js 62 стоит Mode Payment. Это разовый платеж. $5 списались один раз, но подписка не создана. Текст After Renew at $5 months в описании просто текст. Stripe его не исполняет. То есть сейчас реально рекуррента нет. Чтобы было так, как ты хочешь, нужно переключить на Mode Subscription. Тогда Stripe создает настоящую подписку. Клиент получит письмо со ссылкой на Customer портал. В портале сам отменяет подписку без твоего участия. Но при Mode Subscription есть нюанс. Разовая плата за захват и ежемесячная плата должны быть оформлены по-другому одной сессией со смешанными типами цен. Вопрос: хочешь, чтобы я переработал Worker под настоящую подписку? Это затронет Worker. Да.
Да, супер, спасибо, что ты это заметил и предложил. Да, а, $5 подписка и разовая сумма за фиксацию в зависимости от сроков, которые подходят клиенту. Продолжаем подключение. Как раз у нас самые-самые сложные случаи, когда есть и разовые оплаты, и есть еще и подписка, так что как раз вам будет идеальная практика для любого случая. Там, по-моему, есть разные моменты, как можно оформлять саму подписку, подписку через подписку, подписку через авторизацию и последующее списание, использование, используя какие-то там идентифицирующий токен. То есть сейчас вот посмотрим. Я его обычно прошу мне вначале предлагать план, как он будет реализовывать. Здесь он написал, и я не понимаю, через какой путь будет подписка сделана. То есть он использовал термин, который используется Stripe, но я не понимаю, что за ним стоит. То есть я попросил, конечно, коротко со мной общаться, но я не до конца понял, как это будет реализовано. Так, сколько мы потеряли на этом платеже? Я так понимаю, что там где-то 3% от 200 это $6. Оплатили $200, потеряли 6 на платеже. Do you want to override? Так, создан customer портал сессия. Создает Stripe customer портал сессия и возвращает URL. Создает customer портал сессию. Ну окей. You want to override, перезаписать. Да, текст еще нужно перезаписать, чтобы не ко мне в email стучались, а чтобы просто заходили напрямую в Stripe и уже делали, что им там по душе. Так, готово, что изменилось. Worker index.js, mode, payment, mode, subscription. Разовая плата за захват теперь идет в subscription data invoice terms. Клиент видит ее на первом инвойсе, но дальше списывается только $5 в месяц. Добавлен endpoint, post портал, success ngk. Текст шага 4 обновлен. Добавлена кнопка manage subscription. Появляется только если URL есть Session ID. По клику открывается Stripe Customer портал, где клиент сам управляет подпиской. Важно одно ручное действие в Stripe Dashboard. Нужно включить Customer портал, Stripe Dashboard, Settings, Billings, Custom портал, Activate. Без этого кнопка вернет ошибку. Так. Переходим в Stripe. Настраиваем Stripe.
Так, Stripe у нас спрашивает какие-то вещи про наш сайт. Наверное, лучше ответить. Рекуррентные платежи у нас тоже есть, поэтому non-recurring payment не клацаем. Так, $1 у нас прошел successful. А здесь вот указано $200. 206. Из них, получается, дошли до, после вычетов платежной системы, 199,42 цента. Так, хорошо, что здесь нужно сделать? Агент тут не работает, он не может подключиться к сайту. Сейчас посмотрим, работает ли скриншот для вставления сюда в терминал. Нет, сюда не вставляется, поэтому, наверное, надо будет сработать через браузерную версию. Так, браузерная версия клауда. Сюда мы вставляем скриншот и просим... дай задание твоему брату-агенту браузерному сопроводить меня по Stripe, что я там должен наклацать и что я там должен сделать, чтобы он меня проконтролировал и помог. Так, вставляем. Так, и одно действие, исходя из скриншота, куда тыкать. Коротко. Потому что если не исходя из скриншота, много действий, то он начинает выдумывать, и это вообще становится неэффективным инструментом. Так, нажми шестеренку. Сейчас поищем шестеренку. Да, нажали. Сейчас ему сохраним, что здесь видим. Биллинг. Биллинг. Customer портал. Тут лучше распечатать вот так вот, наверное. Тут как-то многовато всяких данных. При распечатке оно как-то рвется и неприкольно показывается. Может быть, просто уменьшим размер, и тогда все поместится в один экран, чтобы сделать ему скриншот. Я думаю, он разберется.
Activate link. И сделаем скриншот, получилось ли. Тут еще специальная ссылка какая-то. Портал активирован. Теперь нажми Cancellation, раскроет этот раздел. А меня вот интересует, вот тут вот какие-то штуки такие появились. Из того, что я скопировал, есть ли что-то важное для разработки? То есть разработчик должен ли знать какие-то данные из этого скриншота, чтобы успешно все работало на сайте? Потому что тут я вижу, что появилась какая-то ссылка, которую надо как-то скопировать. То есть дай конкретные инструкции разработчику и данные для разработки, чтобы можно было успешно продолжить разработку. Я видел, что там появилась какая-то строчка с, с адресом, вот это вот, BPC, и дальше там какие-то copy to clipboard. Вот что важно для разработчика. Портал Configuration ID такой-то нужен при создании сессии портала через API параметр Configuration. Как открыть портал для клиента backend? Ее можно... Угу. Окей. Это мы копируем сюда, потому что это важно действительно для разработки, и возвращаемся обратно. Нажимаем Cancellation, то есть он не потерял нашего контекста и продолжает меня вести по этой штуке. Ответил на мой вопрос и продолжает. Это очень-очень классно. По-моему, в начале такого не было, когда я общался там с ишками. Он просто на последний реагирует и не удерживает глобальный контекст. Все отлично, cancel включен, рекомендуется, включен. Этот раздел настроен правильно. Теперь скролл вниз до раздела Business Information и нажми на него. Business Information. Так, тут что-то как-то много всего. Так, копируем. Вставляем, отправляем. Нужно заполнить 3 поля. Redirect, link, вставь. factwitness.com, terms and service, нажми. Так, тут могут быть вопросы, может быть, тут что-то другое. Портал header, redirect. Я думаю, это уже надо общаться с агентом, который разработкой занимается. Сейчас возвращаемся сюда. Ваш бэкэнд уже реализован правильно. Портал Endpoint Worker создан сессию с конкретным Customer ID. Это лучше, чем статичная ссылка, потому что клиент попадает сразу в свой аккаунт без ввода email. Configuration параметр опционально. Он нужен только если у тебя несколько конфигураций портала. У нас один Stripe подхватит ее автоматически, добавлять не нужно. Что сейчас важно для агента, попроси его сделать одно действие, нажать Activate Link и скопировать статичную ссылку вида. Она понадобится как запасной вариант, например, вставить в письмо клиенту или футер сайта. После этого можно коммитить и деплоить. Так. Activate Link, да, он что сказал? Нажать Activate Link и скопировать ее. Это нормально, что я показываю это зрителям. Это безопасные данные. Да, абсолютно безопасно. Это публичная ссылка. Она специально создана для того, чтобы ее показывать клиентам. Stripe требует от клиента
всегда email и подтвердить его через код, прежде чем показать любые данные, то есть без доступа к почтовому ящику никто ничего не увидит. Хорошо. А насчет Business Information мы сейчас попросим описать, что здесь происходит, и разработчика, чтобы он нам сказал. Опиши, чтобы разработчик понял, что у нас происходит с Business Information, что такое портал header, redirect link, custom domain, legal policies, да, то есть вот все, что здесь ты увидел на скриншоте и что может быть полезно разработчику и человеку, который контролирует сайт, опиши, пожалуйста, отдельным сообщением, чтобы разработчик это почитал и на это отреагировал. Так. У нас там, получается, не заполнены штуки, которые касаются наших политик конфиденциальности. И я это сейчас, ну, он это увидел, наверное, но он начал заполнять какими-то данными, но не владеет проектом, потому что это веб-версия, а здесь у нас разработчик уже копается непосредственно в нашей файловой системе, на нашем компьютере, видит наш проект, и поэтому ему важно понимать, что там есть. Stride, Customer портал. Вот, он описал все, что нужно записать, все, что у нас запрашивает Stripe. Из знания структуры, где что находится и где какая политика хранится, то я сейчас думаю, что наш разработчик сформирует более правильные данные. Так, Terms of Policy. Давайте мы их вначале все будем проверять, что там действительно это. Да, хорошо, есть. Terms of Service. Так, Terms of Service. Почему здесь не кликается? Возможно, нужно вначале заполнить вот эти вот поля, и тогда появляются доступными No link currently set. Я хочу ввести данные в поле, которое называется Legal Policies, Terms of Service and Privacy Policy, но у меня нет инпута, input не появляется. Я не знаю, как мне туда зайти и как мне ввести эти данные для того, чтобы они адекватно отобразились у меня в Stripe. Помоги мне, пожалуйста, ввести эти данные. То есть у меня есть ссылки, которые я хочу использовать, но я не понимаю, как их сделать там. Так, вот такой вот промпт. Эти поля редактировать нельзя. Нажми на синюю Public Business Information. Она находится в строке Update this link in Public Business Information. Окей. Public Business Information. Окей, Public Business Information. И куда здесь? Сейчас сделаем. Она находится Update these links in Public Business Information. Ну, мы скриншот сразу.
А ты на нужной странице, скролл вниз, должны быть поля Terms of Service and Privacy Policy, а ниже раздела Management and Ownership. Окей, я тут прерву запись, потому что тут личные данные. Да, продолжаем запись. Нашли, получается, там необходимо было зайти в изменения, вот сюда вот, Public Business Information, а потом здесь необходимо нажать было Edit, и тогда вот сюда уже можно вставлять вот эти вот данные. Так, это у нас Terms of Service Public Offer. Terms of Service. И что у нас еще? Policy. Privacy Policy URL. Так, Privacy Policy. Мы вначале ее проверяем. Правильная ли ссылка, не битая ли. Вроде бы все правильно. Хорошо. Это тоже сохраняем. Customer Support URL. Customer Support Email. Info собачка factwitness.com. Хорошо. Ну, сейчас опять там будут личные данные, поэтому опять чуть-чуть выключу. Так, продолжаем. Что-то у нас портал header. Портал header нам что-нибудь такого давал. Redirect link. Окей. Хорошо. Redirect link. Тут, я думаю, пробелы образовались из-за этого. Портал header. Terms и privacy на сайте не существует. Будет 404 именно legal terms and legal privacy. Передай агенту заполнить поля. Что заполнять? Оставь дефолтный текст Stripe fact witness.com partners with Stripe for simplifying billing. Клиенты видят его секунду, пока портал грузится. Это не критично. Кастомизация заголовка не добавляет ценности. Окей. Save changes. Хорошо. Теперь мы уже делаем скриншот этого и идем в браузерный агент, чтобы продолжить именно с ним. Отлично, redirect link заполнил. Теперь нажми синюю ссылку Public Business Information, строки Update, this link. Именно там Input TOS Privacy Policy. Что? Update these links in... ну это я уже сделал. Готово. Уже все сделал. Здесь написано no... Окей. Придется опять выключать, извиняюсь.
там тоже личные данные, получается, не сохранилось, поэтому он и говорит, что сюда не подтянулось, поэтому я, значит, там не доввел данные. На самом деле, что произошло? Получается, я здесь в Public Business Information все правильно ввел, все правильно сохранил, просто эту страницу надо было обновить, и тогда эти изменения сюда просто подтянулись. Так что вроде бы все нормально. Вроде бы все нормально. Хотелось бы, конечно, это оттестировать. Так, мы здесь меняем просто email с того, который изначально был, на фактически, который мы настроили. Потому что я обнаружил на странице здесь устаревший email, которого не существует. И обновляем это все в проекте. Так, готово везде. Что не текст коммита? Оплата, реальная подписка Stripe, Customer портал, email info. Окей, согласен. Пусть мы уже зальем этот коммит, чтобы он залился и пересобрался на серваке сайта. И сейчас важно оттестировать факт того, что подписка действительно меняется, регистрируется и регулируется. Я просто ему скопирую, что я вижу, чтобы он скриншоты не понимает, он умеет читать только текст. И сейчас ему надиктуем, что я имею в виду. Я сейчас реальными деньгами $200 оплатил, и еще 5 у меня списались. Что мне можно сделать для того, чтобы проверить, что подписка работает корректно и что все нормально, все хорошо? Как быть в этом направлении? Так, старый, ну это старый, да. Этот платеж прошел по старому коду, Made Payment, подписка не создана, это снова разовый платеж. Что сделаем прямо сейчас? Закоммить и задеплой. Тогда следующие платежи, Stripe Dashboard. Для проверки, что подписка работает после деплоя, сделать еще один тест-платеж. Можно на минимальную сумму через Stripe тест режим, либо снова реальный. Давай сделаем тестовый платеж. Как сделать тестовый платеж? Так, сначала нужно задеплоить новый код, иначе тест шаги, закоммить, сделал. После деплоя временно поменяй цену worker index.js. Так, оформить заказ на сайте, вернуть цену обратно, либо проще устраивать дашборд. Да, я хочу, давай мы здесь на сайте у нас поменяем цену на $1 и подписка $5. Пусть будет действительно так. Поменяем в коде, поменяй ты, зальем новый коммит как тестовый, и я оплачу реальными деньгами и посмотрим, что там с подпиской.
так быстрее, потому что если я начну взрываться там с этим страйпом, то, ну окей, я там что-то поменял. А потом здесь я не поменял. То будет ли то, что я там наклацаю внутри интерфейса, будет ли это работать на сайте? Это ведь важно. Так, мы обновили. Просто здесь ничего не было. Если здесь нету никаких файлов в обновленных, то нечего коммитить. Мы просто перешли в Project, вернулись в commit, и здесь появился новый файл. Выбираем все файлы и выбираем текст нашего коммита. Так, это уже не текст коммита, тест цены временно $1. Проверка подписки, работает ли. Ну и смотрим, когда пересоберется сайт. Залили минуту назад. И надо перейти на наш сайт. Описание. Email собачка mail.com. Что-то такое. Оплатить сейчас. Received unknown parameter subscription data invoice. Did you mean invoice settings? Вот у нас и ошибка. Хорошо, что мы начали проверять. Надо, наверное, зайти в Stripe, посмотреть, где тут про подписку. Payments, billing report, more, subscription. Он пытается что-то менять, я ему, наверное... Ага, в индексе, может быть, это не подтянулось. Так, а как же пообщаться? Все-таки хочу с ним пообщаться. Может, с моей стороны что-то не настроено в Stripe, то есть подписка. Может быть, дай агенту, который может наблюдать за мной в вебе, задание проверить, что он видит и что сейчас у нас есть по подписке. Не действуй сгоряча, то есть ты уверен, что эти правки, они как-то что-то поменяют. Может быть, на стороне меня, на стороне там Stripe я что-то не наклацал. Может, стоит дать задание агенту, который последит за мной в Stripe, или ты уверен в этих правках, и их надо просто сделать. Я думаю, я что-то там с подписками не донастроил, поэтому ему тяжко с этим. Здесь нажимаем троечку и вводим наши данные, наше сообщение, вместо просто одобрить то, что он хочет. Наше уже закоммитилось, пересобралось, я думаю, там. Так, где у нас терминал? Уверен, это ошибка в коде, не настройка Stripe. Stripe прямо говорит, не знаю такой параметр. Это значит, такого параметра в API версии такого нету. Правка просто простая, однозначная. Разовую плату за захват перенести из subscription data
noise item в обычный line time без поля recurring, а по документации Stripe subscription mode line item без recurring автоматически попадает только в первый инвойс. Это именно то поведение, которое нам нужно. Конфигурация Stripe Dashboard здесь ни при чем. Ошибка возникает до того, как Stripe вообще создает сессию. Разрешить? Да. Хорошо. Поверим на слово. Разовая плата за захват без рекурин. Stripe добавит только в первый инвойс. Готово. Я не понимаю, как будет работать. Объясни, как сейчас настроено, то есть как ты сделал. То есть вот платят 200 плюс 5, и потом еще надо будет, если что, списать за нотариуса 25, как это сделано, и потом в следующем месяце, как только следующий месяц придет, то есть еще $5 должен списать. То есть как вот это все, это реализовано или не реализовано? Если да, то какая логика сейчас заложена? Как это сделано? Мне не до конца понятно. Так, что реализовано сейчас? Первый платеж, один Stripe Checkout создает два списания. Line Item, разовая плата за захват 200, 400, 600 без recurring, попадает только в первый инвойс. Line Item 0, хранение $5 в месяц с recurring интервал months, Stripe автоматически выставляет инвойс каждый месяц. Дальше клиент не делает ничего, Stripe сам списывает $5 каждый месяц, пока не отменит через Customer портал. Что не реализовано? Нотариус $25. Нотариальный сбор в коде не заложен вообще, это отдельная история. Нотариус вызывается не автоматически, это ручное действие, Proofcom, варианты, как это оформить ручную через Stripe Dashboard, создать разовый инвойс конкретному клиенту, когда нужно. Отдельная кнопка на сайте, второй чекаут, веб-хук после получения заказа автоматически добавлять инвойс через API. Давай заложим это сразу в цену и, может быть, пропишем summary того, что мы снимаем. То есть в любом случае клиент будет это оплачивать. Ну окей, я там могу доплатить каких-то дополнительных денег. То есть если это будет стоить не 25, там, а 25 плюс налоги, то давай просто с клиента билить 25 за нотариальное заверение. То есть будет сразу 200 плюс 25 плюс 5. Исходя из этого, перепиши, пожалуйста, логику сайта и, ну, что мы как списываем и что пользователь видит в summary, когда он оплачивает. Я думаю, так проще всего будет сделать. Потому что для списания с карты без авторизации пользователя в будущем, там, по-моему, какие-то неимоверные надо преодоления делать. Это очень непросто, не каждая платежная система делает. Не факт, что Stripe с этим справится, поэтому идем простым путем, чтобы пользователь явно одобрил эту транзакцию. Так, что он разовый нотариальный сбор только в первый инвойс, да.
Так, это hash capture, full metadata, signed declaration. Окей. Наверное, ему еще надо сказать, что все еще тестируем подписку с $1, что пока что эту сумму он пусть на данный момент мы пока что еще тестируем фактически деньги $1 списания, и пусть будет подписка тоже $1, просто чтобы понять, а получается ли ее оформить и получается ли зайти в личный кабинет и отменить ее. Давай для начала так. Вот, а потом вернем, да, все суммы назад, как они были. Так, сейчас он возвращает все. Может быть, суммы надо вынести в отдельный файл. А как ты считаешь, нужно ли суммы вынести в какой-то отдельный файл, а там, где они сейчас, я вижу, захардкожены просто в коде, то там вставить переменную, и чтобы из какого-то отдельного файла эти суммы тянулись. Ну, то есть там, допустим, сумма за нотариуса, если поменяется, чтобы легко было в отдельном удобном конкретном файле а, сумма там привязана к какой-то переменной, и чтобы это было не захардкожено, а чтобы это было переменная. Как ты считаешь такой архитектурный ход правильный или нет? Так, что он тут? Метаданные подписки. Ну да, пока что мы меняем сумму для тестирования, а дальше уже посмотрим, что и как. Нет, еще не коммитим. Давай подумаем, как вынести в отдельный файл суммы, чтобы они не болтались где-то там в коде, а чтобы это были переменные и отдельный файл. Я думаю, это было бы логично и удобно для человеческого. Так, нет, не нужно. Вот почему цены живут в трех разных средах. Worker index.js, Cloudflare, Age, app.js Browser, Index Nginx, 11 Build Time. Общий конфиг-файл между ними не работает нативно, нужны костыли, and elementary data files, import maps и так далее. Сложность вырастает, а цены меняются раз в год. Что реально стоит сделать? Внутри worker index.js уже есть prices, но нотариус и хранение захардкожены в теле функции. Правильно вынести их в константу наверху файла. Ну да, тоже хоть как-то облегчение будет. Тогда при смене цены а, правишь одну строку в одном месте воркера, а app.js и индекс nginx, ngk обновляешь вручную. Это 2 минуты работы и случается редко. Делать а, обнови. Спасибо. Так, создай, пожалуйста, текст коммита, чтобы мы закоммитились. Окей. Хорошо, да.
вынесли в начало файла, сделали константами, и хотя бы уже не где-то там на 93-й строке надо что-то делать, а в самом верху. Открыли, поменяли, удобненько. Ну и ему, я думаю, тоже будет чуть-чуть удобнее. И надо ли файл дизайна поменять? А нужно ли поменять дизайн проекта или там все актуально? Я думаю, этот текст коммита можно вставить. Стираем лишние строки. Нужно обновить 3 места. Worker. Так, что здесь? Кнопка Manage Subscription. Отлично. Я единичку нажимаю, значит применить. А все мои клавиши нажатые, они отображаются вот здесь вот. Stripe, body, портал. Вроде бы не громоздко, вроде бы действительно так сдержанно он комментирует. Я думаю, все окей. Подходит. Так. Project еще тут появился. Ну и вот. Тогда уже коммитим. Push. Так, сейчас возвращаемся на наш сайт и смотрим, что у нас здесь. Интересно, если я просто нажму, то он переобновит? Да, получается, я думал, необходимо ли обновлять файл, страницу типа F5 нажимать, для того, чтобы применились новые параметры к кнопке, но потом подумал, что это внешние параметры, которые прописываются на стороне сервера. И поэтому повторное просто перенажатие кнопки вызывает backend логику, которая срабатывает, даже если я фронтенд не перезагрузил, ну и все сработало. Окей. Email. И опять сейчас введу все данные здесь. Да, видеозапись получилась такая самая сложная, куча всяких моих личных данных надо будет здесь вырезать. Часто прерывался, переносил там на соседний экран, чтобы не показывать какие-то личные данные. Ну, прошу прощения за это, но это необходимость. Это необходимость. Ввожу данные кредитной карты. Оплачиваю. Нажимаю кнопку «Оплатить». И появляется Payment Received. Так, давайте почитаем, что тут написано. Так, уже инфо, Fact Witness, Manage Subscription. О, класс, появилась кнопка. Но мне как-то здесь не нравится расстояние. Опиши, что не так с версткой кнопки Manage Subscription, чтобы это было понятно дизайнеру и верстальщику. Да. Наверное, мы это даже задание дадим
Встроенному агенту workflow stopped, Cloud landed on blocked site and can't complete your request. Не понимаю. Workflow stopped, Cloud landed on a blocked site and can't complete your request. Close blocked site. Да, понятно. Значит, я понял, в чем дело. Помните, я говорил, что на Stripe он не работает. И вот сейчас вот в группе под управлением есть сайт, который заблокирован. Stripe. И вот если его убрать, то тогда он уже может управлять вот этой всей штукой. Так, смогу ли я сюда вставить? И, наверное, скриншот, как я это все вижу. И пусть он уже сделает все, что от него зависит. То есть, что я вижу, здесь вот недостаточно места. Здесь много, а здесь недостаточно. То есть отступ между строкой и между кнопкой Manage Subscription, она недостаточная, как по мне. Поэтому вот описание проблемы, сверстка и кнопки Manage. Для дизайна проблема с версткой, неправильная высота кнопки, недостаточно паддинг. Окей. Мы это копируем и возвращаемся сюда. Что не вставляется? Вот вставляется, хорошо. Он сразу сравнил кнопки. Прикольно. Потому что у нас не наследует фонд Family. Два робота между собой пообщались. Один в браузере, один здесь. И тот, который программист, он понял, что стили кнопки не наследуются. То есть была просто создана отдельная кнопка. Ну, не уследил я, да. Готово. Текст комита. Фикс. Стили. Commit and push. Так, хорошо. Но глобально меня все на самом деле радует. То есть есть кнопка Manage Subscription. Давайте почитаем, что тут сказано. В течение нескольких минут вы получите электронное письмо с подтверждением заказа, и я получу доступ к предоставленному вам URL-адресу и выполню процесс сохранения, захват с указанием времени, сбор полных метаданных, хеширование по алгоритму SSH 256 и подготовка подписанного заявления. Полный пакет документов будет доставлен на вашу электронную почту в течение выбранного вами срока. Ваша подписка на хранение данных стоимостью $5 в месяц начинается с даты доставки. Вы можете отменить, изменить или посмотреть свою подписку в любое время, используя кнопку ниже. Так, хорошо. Возвращаем на оригинал. Manage Subscription. Опять отвалился вот этот вот клауды браузерный из-за того, что Stripe update information, invoice history, expire, add payment method, изменить, cancel subscription. Идеально. А как я могу зайти на почту? Сейчас я попытаюсь на... Ну и ладно, есть возможности. Cancel subscription. Cancel subscription. То есть это уже на стороне Stripe. Мы оттестировали. No longer needed. Окей. Хорошо, мне все нравится. Тогда говорим, что все работает.
А если здесь обновить, то появляется кнопка. Мы пока это не будем закрывать, чтобы посмотреть на новый дизайн. Но новый дизайн вроде бы поменялся, а уже все залилось и должно быть на серваке. Да, 2 минуты назад сборка произвелась. Ctrl-Shift-R, может быть, надо нажать, чтобы стили еще обновились. Нет. Значит, он не уловил этот момент. А с кнопкой Manage Subscription она идет слишком близко, нету никакого отступа до следующей строки, где указан email. Исправь, пожалуйста. Получается, браузерный агент, он нашел какие-то свои приколы и пожаловался на какие-то свои приколы, но он не увидел, что кнопка лежит прямо на строчке. И что здесь нет отступа, ну, такого же по расстоянию и такого же, как здесь. Так. Margin bottom 1.5 RAM. Да, окей. Примени. Так, что я вижу у себя в имейле, показывать не буду. Stripe. Нет, это не то. Мне ничего не приходило, потому что я указывал не мой email, а указывал тестовый какой-то несуществующий email. Хорошо. Текст комита. Заливаем стили. Точнее, даже не стили, а параметры к странице Success NJK. И смотрим, что здесь поменяется. Или надо так обновлять. Или F5. О, появилось. Хороший отступ. Мне все нравится. Красивенько. Аккуратненько. Очень солидно. Так, может быть, еще необходимо куда-то добавить... Да, в принципе, нормально. Я думаю, рабочий сайт. И платеж работает. Manage Subscription. К такому имейлу не привязан subscription. Ну, супер, отлично. Так, Fact Witness. И вот наш... Хорошо. Проверяем просто, что платежи работают с разными менюшками. То есть здесь есть опции, и они все работают. Так, вернуться назад, тыкнуть сюда. Если вернуться назад, то уже кнопка Redirect нажата, и он ее не воспринимает. А если F5, то слетают опять все параметры. Окей. Заполним заново. И 600 попробуем. Окей. Хорошо. Кстати, это баг, который я обнаружил. Надо об этом сообщить. После нажатия на кнопку «Оплатить», если человек передумал и нажимает кнопку «Назад» и возвращается на сайт FactWitness, то кнопка, которая раньше была «Оплатить», она уже описывает «Redirecting to Payment»,
и она неактивная, она не нажимается заново. То есть я считаю, что человек может иметь право вернуться назад, и вернувшись назад, он имеет право, как-то уродливо тут выглядит, сейчас переключусь на... И вернувшись назад, он имеет право повторно нажать эту же кнопку. А она у него не рабочая, и потом опять вернуться к страйпу никак невозможно. А поэтому я думаю, что при возврате на страницу кнопка должна быть опять активная, и ее заново можно иметь возможность нажать и опять перейти на какую-то новую сессию оплаты, там, допустим. Да, я думаю, так. Ну надо ему сказать, чтобы уже включал реальные цены. И обновим. Ну да, беленьким оно чуть-чуть лучше смотрится, не так некрасиво. Окей, но все равно по глазам сильно бьет. Возвращаемся назад в менее красивый вид. Так, смотрим, что здесь. Сбрасывает кнопку при возврате назад из страйпа. Да, вот такой вот мы баг нашли. Готово. Коммит. Ну нет, текст коммита. Хочу вручную коммитить. App.js поменялся у нас. Fix кнопка Order Now активна после возврата со Stripe. Да. Пушим. А следующее это мы говорим ему о том, что уже все работает, подписка работает, ты молодец, спасибо тебе за сотрудничество. И теперь возвращаем уже реальные боевые цены. Сайт уже рабочий. Так, вот все в начале файлика. Константами пробито. Хорошо. Текст коммита сразу дает. Хорошо. Давайте сразу это и заносить. Так, ну что, мы справились. Мы с вами молодцы большие. Это прямо сеньорская работа подключить платежную систему. Так что, друзья, подруги, веб-кодеры, поздравляю. Мы молодцы. Желаю вам финансового благополучия. Пусть все получается.